Французы стали чемпионами мира 2018 года, со счетом 4-2 они обыграли сборную Хорватии. Грандиозное спортивное событие, проходящее в России, подошло к завершению. Все, что происходило в городах нашей Родины, удивило, позабавило, а также еще раз доказало: футбол – это лотерея, в которой легко выиграть или проиграть в любой момент. Сборная России впервые за всю историю вышла из группы в плей-офф чемпионата мира. Футболисты показали прекрасную игру, дойдя до четвертьфинала, однако проиграли в серии пенальти спортсменам из Хорватии. Было больно и обидно. Кто-то из болельщиков начал винить в поражении команды игрока Федора Смолова, не реализовавшего пенальти. Для самого Смолова поражение его команды превратилось в трагедию. Фотография, на которой он сидит один на поле, в то время как зрители покидают стадион, стала символом неудачного для России матча. Федора Смолова затравили из-за нереализованного пенальти. Не снимаю с себя ответственности за нереализованные пенальти. Хочу сказать только, что в моей голове сейчас слова Майкла Джордана, сказанные уже после завершения карьеры: «Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто не реализовал. Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации. Федор нашел в себе силы извиниться на всю страну». Национальными героями стали Андрей Дзюба, его любя называли неотесанным, милым и искренним одновременно, Денис Чернышов, за которого Ольга Бузова вдруг захотела замуж, вызвав тем самым негодование среди близких футболиста. Отдельная история с Игорем Акинфеевым. По мнению многих, именно он спас команду во время игры со сборной Испании. Видео, на котором Игорь ловко отбивает мяч ногой, пересматривают до дыр, называя этот момент волшебным. Особых почестей удостоилась эта самая нога Акинфеева. По сети гуляет хэштег «Решетка нога Бога», который напрямую относится к вратарю сборной. Удивлением для многих стал не только выход сборной России в плей-офф, но и вылет команд золотых футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, не дошедших до четвертьфинала. Все думали, что Роналду и Месси встретятся в полуфинале, а они встретились в Домодедово. На эту тему в сети появилось большое количество шуток и мемов. Смешные ситуации были и на трибунах. 3 болельщиков в кокошниках, аппетитно жующих хот-доги во время матча команд России и Испании, показали на 101 минуте. Это были россияне, дизайнер Инна Коленская, ее муж, вице-президент холдинга «Има» Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк. В этот момент столько эмоций уже было отдано, мы так болели, что просто хотелось чуть-чуть перекусить и отдохнуть и дождаться пенальти, позже рассказал Юрий.
бразильский блогер Томас Савоя вмиг стал популярным, расхвалив Россию некультурным словом. Благодаря ЧМ 2018 прославилась и Наталья Немчинова, которую нарекли самой красивой российской болельщицей. Правда, известность не пошла Наталье на пользу. Про бывшую модель стали пускать слухи, мол, она снималась в фильмах для взрослых. Немчиновой было до слез обидно, она поспешила оправдаться. На самом деле, история с моими фотографиями давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала порноактрисой, не продавала себя. Одно время снималась, как модель. Но это было мое хобби. Не постоянная работа, призналась блондинка. Ради финала ЧМ многие знаменитости бросили свои автомобили и отправились на стадион на метро. Многодетная мама Анастасия Кожевникова не могла пропустить это важное событие и пришла на матч. Актриса призналась в соцсети, она болела за команду Хорватии. Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франции, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Маньданда, Нзанзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидиби Канти из Маля, Умтити Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинея, Толиса из Того, Матиуди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекир из Алжира. А во-вторых, я прониклась уважением к капитану сборной Хорватии, к Луке Модричу. Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой ты семьи, где родился, и какая тебе жизнь предлагается. Трудолюбие, вера в себя, в свою мечту и еще раз трудолюбие вершит справедливость, обосновала Мария свой выбор. Ксения Собчак тоже решила болеть за хорватов. В принципе, мне все равно, но буду болеть за хорватов. Любить так королеву, проигрывать так чемпионам, написала Собчак в соцсети. Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова призналась в любви российской сборной, но, увы, та не вышла в финал ЧМ, поэтому Решетова решила болеть за французов, потому что сделала ставки на них и в данное время находится во Франции. Какие мысли по поводу финала? Я сегодня символично болею за французов из их же страны. В основном, только потому, что поставила на них деньги, и их победа ни капли не очевидная история, ведь тут решающими могут оказаться ряд случайных факторов, тем более, что у хорватов явно ярое желание сделать такой прорыв впервые для своей страны. В общем, ждем завершающий матч с нетерпением. В любом случае, кто бы ни стал чемпионом, Россия – одна любовь, отметила брюнетка.
За французов болеет один из главных холостяков страны Егор Крид. В самом начале чемпионата я предположил, кто будет в трёхке финалистов. На первое место я ставил Францию, Бразилию либо Бельгию. Болел, конечно, всей душой и сердцем за наших. Счастлив, что наша сборная показала уровень и так сплотила всех нас на этом ЧМ. Бельгия, к сожалению, на третьем. Кто сегодня выиграет кубок, я точно не знаю. Болею за Францию. В этой сборной мне нравится много футболистов, сообщил Крид. Анна Седокова тоже смотрела матч, правда, не с трибун стадиона, а с экрана телевизора. Вот это футбол. Все сложилось для эмоционального финала. Автогол, драматичное решение судей. Вообще, спасибо вам, парни, за то, что познакомили нас с таким интересным сериалом. Теперь, во всех наших женских группах мы обсуждаем исключительно силу подачи. Ну что, болеем за красивый футбол? Или Франция? А, может, Хорватия? Седокова придерживается нейтралитета.